Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с Константином Боровым, известным российским политическим деятелем, основателем партии «Западный выбор» и партии «Экономической свободы», единственным в своем роде глубоко понимающим и способным реально оценить процессы, происходящие не только в России, но и в мире. Сегодня мы поговорим об очень известном политическом деятеле Михаиле Ходорковском. Начнем с того, что какие ваши впечатления от Михаила Ходорковского как бизнесмена и его роли в экономике России в 90-е годы? Вы знаете, он был одним из первых бизнесменов. Мы тогда общались очень много. А он и Леонид Невзлин создали, фактически первый банк в России, Минотеп. Очень эффективно работали. У нас были тогда разногласия. Михаил Борисович принадлежал к такой группе, которую я тогда называл комсомольцы. Они вместе с Госнабом, вместе с чиновниками хотели делать рыночную экономику, и она была бы такая, чуть огосударственная, базирующаяся на монополии. А я был сторонником, так же как, кстати, Егор Тимурович Гайдар и многие члены его правительства, я был сторонником открытой экономики. Этих моделей экономических, так грубо говоря, их всего две. То, что делали балты, это полностью открытая экономика, полная конкуренция, приход на рынок западных компаний, крупных, средних, мелких, развитие собственных компаний в конкуренции. И вторая модель, которая работала в России, в Украине, во многих странах бывшего Советского Союза, это модель такая чуть изоляционистская. То есть проводились вот эти закрытые залоговые аукционы, собственность компании делились, так сказать, между своими предпринимателями, отечественными предпринимателями. И это была принципиальная позиция против того, чтобы Россия, как говорил, Александр Рудской, превратилась в колонию, энергетическую колонию Запада. Но он издевался надо мной, над Гайдаром. Гайдар и его команду называл мальчиками в розовых штанишках, говорил, что они ничего не понимают в экономике. Он понимает, и там Силаев, и эти монстры советские, чиновники. Это было очень смешно, потому что он судил о людях, которые в экономике, конечно, понимали в тысячи, в миллион раз больше, чем он. Человек плохо образованный, что там говорить. Но эта позиция, она была доминирующей. Позиция патриотическая, позиция изоляционистская. С ней в политику пришел Евгений Максимович Приваков, который говорил о многополярном, многополюсном мире, где Россия должна стать одним из полюсов. А мы говорили о необходимости полноценной конкуренции. Самым ярким представителем этой изоляционистской экономики был Юрий Михайлович Лужков, мэр Москвы. Он не допустил на рынок Москвы ни одну крупную западную компанию, которая занималась реал-эстейтом. Там, мелкие компании какие-то проникали, появлялись, но никаких ограничений там для бандитов не было. Бандитов он любил, Юрий Михайлович принимал. Тут недавно мне задали вопрос, а кто все-таки оказался прав? Юрий Михайлович, Михаил Борисович Ходорковский или вы? Но Юрий Михайлович умер в Лондоне как миллиардер, у него 15 миллиардов, что ли. Наверное, он был прав. Хотя в некоторых деталях, не совсем прав. Были утверждения, что политическая деятельность Ходорковского была обусловлена личными амбициями, а не искренними стремлениями к демократическим реформам. Что вы на это скажете? Знаете, личные амбиции очень важны. Есть политики,
их мало, которые все, что они делают ради там светлого будущего. Таких политиков, ну, есть такие. Вот. Большинство, конечно, их двигают, подвигают личные амбиции. Необходимо занять какое-то место в истории России. Ну, на самом деле это хорошо, если за таким политиком или за таким бизнесменом стоят хорошие дела, не бандитские какие-то разборки. Да ничего плохого в личных амбициях я не вижу. Вы, Михаила Борисовича Ходорковского, были личные амбиции в бизнесе, и это привело к тому, что он подобрал фактически валяющуюся в пыли компанию ЮКОС и превратил ее в прекрасную, развивающуюся, очень богатую компанию. Перед этим банк создал. Были огромные риски. Все говорили, мне мой научный руководитель, я писал докторскую диссертацию, он мне говорил: немедленно уходи из бизнеса. Все это кончится тем, что вас всех арестуют и посадят. Ну, так и должно было быть, когда начался вот этот переворот ГКЧП в 91 году. Они меня выбрали в качестве такого мальчика для битья, показательного преступника в этой рыночной экономике. Если вы помните, там балет показывали, «Лебединое озеро», а в перерывах показали новости, и вдруг неожиданно, значит, президент биржи Боровой принимает министра финансов Франции. Я тут же все это поняли, из нескольких посольств позвонили, сказали: немедленно бегите к нам, мы вас защитим, дадим политическое убежище. То есть они готовились разбираться, судить, наказывать, бороться с рыночной экономикой. Но мы очень быстро с ними разобрались. 19-го ГКЧП, 20-го мы с флагом прошли по центру Москвы и привели к Белому дому, там 200-300 тысяч человек. И 21 августа 1991 года они уже летели к Горбачеву просить прощения. А как насчет такого мнения, что богатство и влияние Ходорковского были результатом коррупции и сомнительной деловой практики? Вы знаете, почти сразу, еще в Советском Союзе, когда начали возникать вот эти рыночные структуры, пропаганда действовала очень активно. И это одно из обвинений в том, что, значит, это все результат криминальных приобретений. Был такой председатель КГБ Крючков, который довольно часто выступал по телевизору с такими обвинениями против. Тогда это называлось не предпринимателями, а кооператорами. Против кооператоров. Говорил, что кооператоры – это в основном бандиты, криминал и евреи. Это было очень смешно. Вот. Но это пропагандистская кампания. Я помню, однажды мне принесли такой, ну это разработка КГБ была, набор компрометирующих материалов на Ходорковского, на Гусинского, на Смоленского. Ну, там было много таких ярких предпринимателей. И их обвиняли, ну, в самых разных преступлениях. Если вы помните, в конце концов, на основании одного из таких компроматов Михаила Борисовича судили. Его обвинили в том, что он убил своего конкурента. Это ложь, конечно. А вот арест Ходорковского и последующее заключение тюремное политически мотивировано? Какой вообще ваш взгляд на это дело и какое это влияние оказало этот арест на бизнес-сообщество и политический климат в России? С ареста Ходорковского началась такая кампания сворачивания рыночной экономики, которая успешно завершена. Вот сейчас в любом рыночном государстве 50% бюджета создают малые предприятия. Вот сегодня в бюджет малые предприятия, но они уже и не малые, они, в общем,
такая форма переходная от чиновничьего бизнеса, вот они дают несколько процентов. Очень такой ясный сигнал был подан, когда Ходорковского арестовали. Ну, были какие-то слова сказаны, так сказать, не публично о том, что его арестовали, потому что у него появились амбиции политические, а ему надо заниматься бизнесом. Ему предлагали многие перестать заниматься политикой. Но он был сильным, смелым человеком, даже не предпринимателем, а уже общественным деятелем. Ему хотелось участвовать в конкуренции с Путиным. Он не учел того, что у чекистов у них нет ограничений в их действиях, они бандиты. Они могли его убить, но выбрали модель. Вот могли убить, как убили Немцова. Но с ним выбрали модель наказания, такого демонстративного, чтобы показать всем остальным, кто еще подумает о том, что он может участвовать в конкуренции с самим Путиным, что это очень опасно. После освобождения из тюрьмы Михаил Ходорковский стал откровенно критиковать президента Путина и его режим. Как вы оцениваете его роль как оппозиционерного деятеля в современной российской политике? Ну, очень активный оппозиционер, очень правильные слова говорит. Ну вот если вернуться к тем началу, так сказать, его бизнес-карьеры, я бы сказал, что модель экономическая, политическая, к которой он стремится, она, ну, я ее не поддерживаю. Я сторонник более радикальной, что ли, рыночной модели, более открытого общества. Михаил Борисович довольно часто произносит такие патриотические тезы. Он хочет быть популярным. Он говорил это и во время Чеченской войны, неожиданные такие заявления, и по поводу Крыма. Вот. Но он, понимаете как, он хочет быть не лучшим, так сказать, представителем в политике, не народ за собой вести, вот как Новодворская делала, а он хочет отражать чаяния народа. Но иногда такая позиция называется популистской. Хотя я ничего плохого в этом не вижу, но я понимаю, что модель политической системы, экономическую модель, которую внедрял бы Михаил Борисович, она мало чем отличалась от того, что вот на первом этапе делал Путин. Он делал правильные заявления о демократии, о рыночной экономике, но это не помешало ему привести Россию, в такое нерыночное состояние. Так все-таки вы считаете, что деятельность Ходорковского обусловлена подлинными демократическими идеалами, или все-таки вы видите другие мотивы? Понимаете, демократические идеалы – это полноценная конкуренция, многопартийная система. Дьявол кроется в деталях. Понимаете, вот мы же ведь имеем возможность сейчас оценивать политиков, предпринимателей потому, как они действуют, как они действовали раньше, как они относятся или относились к Чеченской войне, к действиям неоптимальным с точки зрения демократии и рынка предыдущей власти, Ельцина. Такой, знаете, был создан семейный совет. И Михаил Борисович очень не любит критиковать власть. Даже Путина не любил критиковать публично до того, как его посадили. Хотя в кулуарах он высказывал и негативное мнение о экономической политике, о международных действиях России.
Освобождение Михаила Ходорковского из тюрьмы некоторые расценили как продуманный шаг российского правительства, направленный на улучшение своего международного имиджа. Как вы считаете, его помилование было настоящим актом милосердия или стратегическим маневром Кремля? А сегодня в Кремле у власти находятся циники, чекисты, которые все делают в абсолютно прагматических интересах. Ну вот довольно часто можно слышать, вот они испугались, или они там проявили слабость, или они там не до конца продумали. Только прагматический интерес, только выгода. Понимаете, вот в то время было выгодно, тогда еще не было санкций, но уже все дело шло к изоляции России. Уже заявления Путина рассматривались мировым сообществом как опасные. Ну, ему, конечно, нужно было, хотелось выглядеть таким руководителем, правителем демократическим, уважающим демократические принципы. Там же ведь начало рассматриваться еще одно дело против Ходорковского. Ему еще 25 лет хотели впаять. Вот. Но это было уже за гранью там, добра и зла, понимаете. Если первое обвинение было надуманное, выдуманное, но все-таки как-то мотивировано, там были свидетели, то следующее обвинение, конечно, чистая фикция. Вот, и Путин решил, что для его имиджа будет лучше, для его внутреннего имиджа и внешнего имиджа лучше будет, если он проявит милосердие. Понимаете, и его окружение уговорило. У Михаила Борисовича были многие сторонники среди вот так называемых системных либералов. Алексей Кудрин ходил на процесс и почти открыто поддерживал Ходорковского. Ну, то есть, может быть, не столько Ходорковского, сколько демонстрировал свое отрицательное отношение к несправедливости. Вот. Так что вот здесь было много мотивов, и слава богу, потому что никому не нравится, когда власть, садисты издеваются над гражданами. Константин Натанович, а как вы оцениваете влияние Ходорковского на российскую общественность, учитывая его неоднозначную репутацию и неоднозначное мнение людей о нем? Вот этот термин «неоднозначная реакция», понимаете, людей или неоднозначность политической позиции, это пропагандистский тезис, он ничего не означает. Валерий Ильич называли неоднозначным политиком. То есть как бы предполагалось, что есть претензии какие-то к ней, что она не все делает правильно. Но когда начинаешь выяснять, в чем состоит неоднозначность, то оказывается, в конце концов, что просто он кому-то не нравится. Вот сейчас в Соединенных Штатах Трамп неоднозначен. Почему? Потому что там он допускает расистские высказывания. Где, когда? Или женоненавистнические высказывания. Где, когда? В конце концов выясняется, что не с этим все связано. Неоднозначность связана с пропагандой, с конкуренцией. Забегая вперед, какую роль вы представляете Ходорковскому в будущей российской политике и обществе, учитывая ресурсы, текущую деятельность, его прошлое? Михаил Борисович очень старается сегодня повлиять на политическую систему, занимается вопросами просвещения. На мой вкус, очень странным способом он финансирует избирательные кампании молодых сторонников партии власти. Единой России. Кроме Яблока, может быть, или Союза правых сил когда-то, или партии Народной свободы, я бы не поддерживал людей, которые явно выступают против демократических ценностей
Иногда он поддерживает средства массовой информации тоже, которые не с большим напряжением можно отнести к демократическим. Вот. Программы, которые он создает, поддерживает, они тоже такие чуть-чуть патриотические, понимаете? То есть это больше популизм, чем защита или продвижение демократии. Он поддерживает националистов, он считает, что выступления против коммунистов, антикоммунистические выступления, это неправильно в России, которая 75 лет была под властью коммунистов. Он считает, что выступление Борового против коммунистов и националистов – это слишком радикальная позиция. Что же делать, если народ любит коммунистов? Понимаете? В этом мы с ним расходимся принципиально, что не умаляет его значения как человек, который занимается просвещением, очень важной деятельностью. Спасибо вам большое, Константин Натанович, за очень интересную беседу. Спасибо вам, Ира. Вы задаете очень интересные и хорошие вопросы. Давайте продолжим. Мне приятно с вами работать.